Обычно у меня нет проблем с моими пациентами, но изредка приходят такие личности, которые говорят, мол, доктор, я не буду вам говорить, что у меня за проблемы, вы сами должны догадаться о них через диагностику. Видимо, ожидают, что я как гадалка начну им говорить, у вас грыжа у 4-го поясничного позвонка. Китайская диагностика состоит из 4 основных методов. Это ван, дэн, дэн, те, то есть осмотр, опрос, аускультация, пальпация. Это немного похоже и на методы диагностики в западной медицине, которые представляют из себя осмотр, опрос, аускультацию, пальпацию, перкуссию. Как вы видите, и там фигурирует опрос. И это не мудрено, потому что человек состоит из множества систем, из эндокринной системы, из мочеполовой, нервной, опорно-двигательной и так далее. Определить, где у пациента проблема с первого взгляда, это задача нелегкая. Другое дело, если к вам в кабинет приходит пациент, который весь согнут, у которого рука на пояснице, и который громко охает от боли. Тогда уже более-менее понятно, в чем может быть здесь проблема. Опрос нужен для того, чтобы элиминировать другие возможные симптомы, а также для того, чтобы установить основную жалобу пациента, которая в китайском языке называется джусу. Буквально переводится как «основная жалоба». Это слово китайцы придумали для того, чтобы бабушки в поликлиниках не говорили по 10, а то бывает 20 жалоб за один присест. Кроме того, вы должны понимать, что не только доктор решает ваши проблемы. Вы вместе должны это делать. Кооперация и доверительные отношения между врачом и пациентом – это залог успешного лечения. Но вас, скорее всего, интересует другой вопрос. Почему я назвал видеоролик «Диагностика не для пациентов»? Видите ли, если китаец в Китае придет к специалисту китайской медицины, то он скажет «Вот пивой бухал», что означает «моя селезенка и мой желудок не в порядке». И будет он иметь в виду, что его пищеварительная система не в порядке. Хотя для западного человека это не имеет никакого смысла, ведь какая связь есть между селезенкой и пищеварительной системой? Но видите ли, у китайца, особенно если он ходит часто к специалисту китайской медицины, у него есть хоть какие-то познания о теории китайской медицины. В то время как у западного человека есть только знания западной медицины. Поэтому если он придет к врачу китайской медицины и тот ему скажет, что у вас жар печени, то это ему ни о чем не скажет. Поэтому в этом случае диагностика, она скорее не для пациента, а для врача. Так вот, те люди, которые приходили ко мне на диагностику и просили, чтобы я им рассказал их жалобу, явно не понимали, что, используя китайскую диагностику, я бы рассказал им не их жалобу в конце концов, а китайский диагноз, который также известен как синдром. Теперь я должен вам объяснить одну фундаментальную разницу в определениях. Симптом и синдром. Звучит похоже, да? В китайском языке они не просто звучат похоже. Вот это, например, джен означает симптом. А вот это вот джен означает синдром. Так в чем же разница? Симптом – это когда пациент приходит ко мне и говорит, у меня болит голова. Синдром – это когда уже вследствие диагностики я ему говорю, что голова у вас болит из-за того, что у вас гиперактивный ян, который поднимается наверх. Ган-ян шанкан. Вот это вот синдром. Итак, синдром – это сочетание симптомов. Вышеупомянутый синдром жар печени включает в себя такие симптомы, как головная боль, боль в подреберье, гипертония, струнный пульс, красный язык и так далее. Не обязательно, что тесты печени что-то покажут. Тут нужно понимать, что китайская медицина развивалась другим путем наблюдения, часто без механического внедрения в человеческое тело. Поэтому понятие синдрома в китайской медицине и в западной медицине сильно отличается. Кто-то из вас, наверное, сейчас думает, опять эти ни на что не способные врачи придумывают отмазки. Хорошо, вы мне не верите, давайте посмотрим на учебник внутренних заболеваний. Открываем, например, глава головные боли. Например, у пациента основная жалоба – это головная боль. Смотрим соотношение симптомов, которые мы, скорее всего, получили, опять-таки, из опроса. Также пульс, язык. И определяем один из следующих синдромов. Тут у нас есть ветер и жар, ветер и холод, ветер и сырость и так далее. Определяем синдром и по синдрому определяем травяной отвар, который назначаем пациенту. Тогда мы сделали диагностику и назначили лечение. Я хочу сказать, что предмет внутренних заболеваний – это, наверное, единственный предмет, который в университете китайской медицины нужно сдавать дважды. А почему? Потому что вы, может быть, плохо изучали другие предметы, плохо запомнили какую-нибудь там биохимию и физиологию, но если вы хорошо знаете предмет внутренних заболеваний, то вы какой-то, может быть, худо-бедно, но все-таки китайский врач. Потому что если вы не можете определить синдром из симптомов и не можете на основе синдрома назначить лечение, то вы не врач китайской медицины.
Но, доктор, я видел некоторых таких врачей, которые могли только по одному лишь взгляду определить симптом у пациента. Да, в мире есть очень много опытных врачей, особенно те врачи, которые сталкиваются ежедневно с языковым барьером, им нужно больше полагаться на осмотр или пальпацию. Есть такие симптомы, которые могут очень четко показать, в чем проблема, например, маска Гиппократа или желтизна кожи при желтухе. Однако все это не является особенностями китайской медицины. А вот языковая диагностика и пульсовая диагностика таковыми и являются. У меня есть отдельное видео про пульсовую диагностику, которую вы можете посмотреть на моем канале. А вот, например, если посмотреть учебник по языковой диагностике, то рядом с картинками вы увидите опять-таки что? Да, синдромы вроде недостатка крови, недостатка инь, холода, жара и так далее. В теории, я думаю, возможно угадать симптом из синдрома, но шансы на это очень низкие. Например, врач может использовать пульсовую или языковую диагностику, чтобы определить, что у пациента недостаток инь. Теперь посмотрим все симптомы, которые характерны для недостатка инь. Их дофига. Есть шансы, что он угадает с каким-то синдромом, а может быть и не угадает. Базовая теория гласит, что один синдром – это множество симптомов, а один симптом – это множество синдромов. Так как же быть? Первый вариант – это иметь хотя бы какие-то познания о китайской медицине. К счастью, в интернете есть очень много литературы на эту тему, да, и мой канал создан именно для этого. Второй вариант – это доверие специалисту. Я не говорю вам сейчас отключить полностью ваше критическое мышление, задавайте вопросы специалисту, смотрите отзывы, и я надеюсь, с усилием двух сторон вы сможете найти решение проблемы. А это были записки китайского врача, я надеюсь, вам было интересно. Если вы с чем-то не согласны, у вас есть какие-то свои идеи по этому вопросу, то вы можете писать в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь и за идею.